Всем салют! Сегодняшнее видео будет посвящено герою Адепт Ворона, который довольно-таки давно уже у нас в игре и обрел популярность. Да? Очень многие его используют, многие собирают, хотят использовать. Вот, ввиду его такой разносторонности. Он у нас и герой баланса. Вот, соответственно, с преобладанием именно атакующих возможностей, да, то есть у него маг-атака и физ-атака доминируют над защитными данными, да, соответственно, его можно использовать как мага, так и физика. Вот, естественно, для того, чтобы использовать его по максимуму, нам нужно увеличивать его выживаемость, да, с всеми доступными нами способами, талантами, зверями и подбирать состав. Потому что основная его особенность это то, что он может лечить, да, то есть воскрешать, так скажем так, поверженных юнитов, всех, независимо от того, с какой фракции они находятся, в отличие от Арха, да, который нечисть не поднимает. Адепт Ворона, он воскрешает вообще всех, которые у вас, ну, кроме призванных юнитов. Соответственно, это его плюс. У него есть... Вот у меня коэффициент воскрешения 180, да, и уникальный навык с коэффициентом воскрешения 140, да, то есть который лечит 2, после того, как мы используем жертву, подняли все войска, да, соответственно, после этого на 2 хода те стеки, у которых меньше всего будет количество войск, они будут подлечиваться, да, вот с таким коэффициентом 140. Что тоже очень хорошо, на 2 хода это действует. Вот, у него получается такое постоянное подлечивание то тех, то этих стеков, да. И если вы играете через черных, с теми же драконами, да, которые сами лечатся, ну, получается очень эффективно. И победить Адепта Ворона даже с преимуществом по стихии становится гораздо сложнее. Также у него есть такой вот наподобие купола панды, да, то есть может набросить путы. Но единственное, что если атаковать юнита, на которого эти было наброшено сдерживание, да, соответственно, ну, клетку эту накидывает, клетка сбивается. Ну, это такой побочный эффект. Один из важнейших факторов, да, то есть плюсом этого ворона, это вот его возможность убить стек, которого меньше 45% жизни, да, то есть очень эффективно это против драконов действует. Если, например, вражеские дракона убить очень сложно, да, он все время отлечивается. Но если на начало хода у него будет меньше 45% жизни, то его убьет. Единственное, небольшой недостаток этого, он рандомно, да, то есть если у вас будет несколько стеков на поле находиться, у которых меньше 45%, ну, там рандомно в какой-то стрельнет, и не всегда в тот, что нужно будет. Соответственно, после того, как срабатывает этот навык, происходит перезарядка на один ход, да, в следующий ход этого не произойдет. Вот. Ну, очень интересный персонаж, да, очень важно подобрать ему правильные таланты, да. Соответственно, на мой взгляд, 2 таланта харизма и сопротивление ему крайне необходимы для того, чтобы он не пропускал ходы, потому что ему нужно ходить постоянно, зарабатывать очки души, и которых хватало для того, чтобы он мог свою ульту применить, всех воскресить. Соответственно, сопротивление нужно для того, чтобы враг нам не наносил большой урон ультой, да. Сейчас был промежуток времени, когда ввели много сокровищ, повышающих жизни, да, и ульта перестала у соперника приносить эффект за счет того, что там те же драконы или вот сейчас минотавры, там и другие юниты ранга, да, вот, которые используются на высоких уровнях, и те же медведи, да, у них там сейчас под 1000 жизней, соответственно, и урон от атакующих ультовых навыков стал минимальный, да, там по 500 юнитов ранга сносит, это, ну, как бы ни о чем. То сейчас опять же ввели сокровища, которые снижают уровень жизни, также ввели сокровища, усиливающие именно нанесение навыков, и, соответственно, опять ульта начала наносить большие уроны. Там как Картус
может с удара вырезать стек соперника. Соответственно, сопротивление будет крайне необходимо ворону, да, чтобы себя обезопасить, дожить до воскрешения. Также можно ставить жизни, очень хорошо ему зайдут. Так, вот сейчас боевые. И вот один из необходимых навыков, да, который бы стоило поискать, это вот снижение силы соперников, да, чтобы соперник наносил нам как можно меньше урона. Так как защиты у нас не очень высокие показатели, мы сможем их там поднять с помощью там разных вещей, с разных камней, все-таки там поставить, например, защитный, да, то есть если у вас ворон основной герой, да, и вы играете там с ограниченным количеством доната, или у вас нет большого количества героев, соответственно, вы хотите сделать его основным, то есть смысл поставить 6 камней, увеличивающих защиту. То есть, если у вас против вас соперник на сервере там физики, да, соответственно, физзащиту поднять. Если маги, маг защиту. Именно юнитов, да, который даст нам 30, ну, показатель в 30 обороны, защиты. Соответственно, если мы срежем у соперника еще и силу, то наносить урон нам будет гораздо меньше. И повысит нашу выживаемость. Вот. Также стоит, сейчас появились новые сокровища, которые увеличивают коэффициент исцеления, да. Также в башне можно прокачать навыки, не так давно появились, которые увеличивают исцеление нашего ворона. Ну, они увеличивают не только ворона, там арха и рафи, соответственно, да, которые применяют исцеление этим героям. Ну, если речь идет о вороне, соответственно, для ворона. Те, кто играет против ворона, есть также сокровища, которые снижают эти показатели. Точно так же, как в башне союзной, так и сокровища есть. Вот. Сейчас вот посмотрим в бою, как это все происходит. Все эти. Вот здесь, в этом было. Как бы все сработало. Сейчас посмотрим быстро, да, как это на практике работает. Соответственно, вот те же показатели защиты, да, вот довольно-таки невысокий. Сейчас он накинет в следующем ход, когда начнется, мы увидим все применение всех его навыков. По поводу зверей, да, звери разные. Вот он убил стек соперника, соответственно, сейчас позже накинет решетку, ну, вот эту клетку свою. Вот. И потом начнет исцелять. Все-таки на вот эта клетка, да, накинута, никто не трогает, и медуза перестает стрелять. И -1 ход, что очень как бы, ну, может сыграть решающую роль, да, когда выключить целый стек соперника. И дает возможность нам дожить до призыва. Оп, произошел призыв. Да, вот он поднял по 900 юнитового ранга. Не так много, но на самом деле немало. То есть такие вот моменты присутствуют у нас. По поводу зверей. То есть здесь зверь стоит глаз, да, который срезает урон сопернику. Соответственно, если у вас будет талант срезающий, снижающий силу, ну, урон, это будет очень эффективно. Здесь еще не поймали такой талант. Какого еще можно зверя применить? Если вы играете, ну, для игроков с небольшим донатом, обычно большинство уже прокачали золотого дракона, можно применить вот с таким тоже вот вариантом, с использованием обороны, да, она снижает урон на 18% получаемый, плюс дракон увеличивает жизни по юнитам, да, у которых он стоит, дает щит, что тоже повышает выживаемость. Те игроки, которые прокачали донатных зверей, очень эффективно использовать крылья смерти, которые также будет помогать тем, что будут подниматься огры,
когда убивается у соперника, да, то очень интересно, куча огров бегает, сам ворон поднимает стейки, которые убили, да, там вы убиваете, он воскресил, огров поднял, все забито вашими юнитами, соперник повержен. Вот, также можно поставить вот, снежный ребенок, который помогает тем, что замораживает, да, то есть берет в лед юниты соперника, не позволяя им ходить, что очень будет довольно-таки эффективно именно работать с той же клеткой. Вот. Ну, можно ставить голема, то есть, ну, в принципе, донатные юниты вот ему хорошо заходят. Если же нет у вас возможности использовать именно донатные юниты, да, не забываем про Кирина. Да, он не дает защиты, он более атакующий юнит, но зато он позволяет более быстро накопить именно очки души, чтобы воскресить. Также можно использовать, если у вас не выпадает там средства жизни или сила, вернее, или жизни, можно скомбинировать с молчанием, да, если вам выпала молчанка у героя, ставите молчание и зверю с прокачанной девушкой, которая срезает нам тоже мораль, мы получаем высокий высокий показатель, что дает нам возможность рассчитывать на то, что соперник будет пропускать ходы, не будет ходить по 2 раза, что приводит к тому, что повышается выживаемость наших юнитов, и мы опять же воскрешаем. И опять же, чем дольше идет бой, тем больше возможность применения первого навыка, да, который 45% меньше у нас численность, состав войск у соперника, да, и мы убиваем. Соответственно, так потихоньку через ход можно всех поубивать. То есть бои затяжные, чем больше затягиваем бой, тем больше шансов на победу. Вот, это так. Каждый может для себя выбрать свой путь, ничего сложного нету на самом деле. То есть если у арха гораздо сложнее за счет того, что он не воскрешает темных, то ворон, играющий через темных, применяем драконов, применяем всех остальных юнитов. Можно сейчас комбинировать, многие прокачали 2-3 фракции, да, то есть можно ставить разных юнитов и, соответственно, пробовать разные варианты игры. То же самое касательно талантов, да, то есть можно играть через молчание, можно играть через жизнь и срезку урона, точно так же, как и по зверям. На этом все, всем спасибо.